Небо в тот день было затянуто серыми тучами, которые как будто решили навечно поселиться над озером. Эти тяжелые облака накрыли пространство словно одеялом, создавая атмосферу, пропитанную тишиной и легкой тревогой. Вокруг царила угнетенность, а на поверхности воды словно плавали неразборчивые тени, отражая унылые и блеклые цвета окружающего пейзажа. На краю воды, почти как статуя боли и душевного страха, стояла большая медведица. Она издавала душераздирающие и пронзительные крики, которые разносились по окрестностям, пронизывая тишину и заставляя всю природу замирать в ожидании. Ее красные глаза, наполненные отчаянием и беспокойством, постоянно искали взглядом поверхность озера, словно надеясь на чудо, которое могло бы спасти ее детеныша. Из глубин воды доносилось тяжелое дыхание медвежонка, который отчаянно барахтался в холодных и ледяных водах. Он не умел плавать, и, как маленькая искорка надежды, его крошечные ручки и ножки яростно размахивали, стремясь найти опору и покой. Этот медвежонок с мокрой шерстью, словно кораблекрушение в бескрайнем океане, все больше и больше увлекался в холодные и безжалостные объятия озера, которое, казалось, желало утопить его навсегда. Эта беззащитная крошка, полная жизни и надежды, стояла на грани исчезновения и материнского горя. Фигура медведицы вздрогнула от страха и горя, когда она увидела, как ее детеныша уносит все дальше от берега, и его дикий громкий крик о помощи звучал в неподвижной тишине, вызывая глухой резонанс с дикой природой вокруг. Наблюдая за тем, как жизнь ее малыша уходит в неожиданную бездну, она чувствовала, как одинокое отчаяние поглощает все вокруг. Не зная, что делать, она искала ответ во всех направлениях, но понимала, что теперь она совершенно беспомощна. Однако в самый напряженный момент, когда ветер принес запах спасения, словно из ниоткуда, внезапно появился мужчина, ловивший рыбу на берегу. Его глаза горели решимостью, как свет маяка в бурное море, когда он заметил борьбу с назначением медвежонка. Не теряя ни секунды, он, словно герой из сказочной истории, отложил свою удочку в сторону. Рыбалка больше не имела значения, когда он увидел крошечное существо, которое отчаянно нуждалось в помощи. Он быстро снял свое пальто и, не думая о холоде, нырнул прямо в ледяную воду, готовый рисковать своей жизнью ради спасения медвежонка. Вода обжигала его, словно стальные иглы, пронзая его тело, но внутренний порыв доброты и сильная воля помогли ему преодолеть оцепенение. Он полностью сосредоточился на том, что у него есть одна жизнь, которую надо спасти, и это было важнее всего. Подплыв поближе к медвежонку, он старался действовать осторожно, успокаивая его дружеским тоном, стремясь не добавить паники в его уже смятую сознание. Важно было избежать любых неожиданных движений, чтобы не отпугнуть его еще больше и не доставить боль, вызывая опасные ситуации. Грубиянскими, но в то же время бережными руками мужчина схватил мокрую шерсть медвежонка, крепко прижимая его к себе, даже невзирая на его отчаянную борьбу за свободу. С каждым мощным взмахом руки и отчаянным усилием он постепенно вытаскивал крошечного медвежонка из водоворота ледяной воды, несмотря на свое сильно измученное тело и холода, который не щадил его. После долгих и невероятно напряженных минут схватки с бушующей стихией он, наконец, добрался до мокрого травянистого берега, где его ждал взволнованный взгляд медведицы. Она, затаив дыхание, с тревогой и надеждой ждала его, понимая, что это ее единственный шанс спасти детеныша. Когда мужчина вытащил медвежонка на сушу, медведица быстро спустилась вниз, яростно рыча, и почти восклицать от волнения, она одновременно выражала свое беспокойство и прорывалась с огромной благодарностью к мужчине, который решился на этот рискованный поступок. Медвежонок, хотя и дрожал от страха и холода, все еще мог слабо двигаться и хрипеть, но, благодаря бесстрашному мужчине, его жизнь по-прежнему была спасена.
Когда мужчина отступил назад, чтобы дать пространство матери и ее детенышу, его руки все еще дрожали от холода, а сердце бешено колотилось после этой напряженной минуты. Он молча наблюдал, не в силах поверить, что стал свидетелем такой глубокой связи между матерью и ее детенышем. В тот же миг медведица обратила свои влажные глаза к мужчине и прорычала несколько коротких, но выразительных звуков, будто искренне благодарила его от всего сердца. Ее глаза, полные эмоций, засияли в моменты, когда мужчина был так близок, а радость от спасения дышала в воздухе. Мать с сильной решимостью и нежностью уверенно увела своего медвежонка, оставив за собой тревожную, но в то же время очень теплую сцену. Мужчина продолжал стоять неподвижно, не в силах осознать, что только что стал участником настоящего чуда — столкновения с диким животным, которое, казалось, пришло из другой реальности. Но при этом он осознал невероятную силу материнской любви, которая наполняет мир. Он чувствовал, как его сердце переполняется гордостью за этот момент взаимопомощи и заботы, что перевернуло его собственное восприятие мира и даже изменило его душу. Несколько дней спустя, когда бледное утреннее солнце стало постепенно освещать поверхность озера, пожилой мужчина вернулся со своей удочкой, надеясь полюбоваться мирным, завораживающим пейзажем, который когда-то утешал его душу и сердце. Легкий ветерок с каждым дуновением колыхал сочную траву и листья деревьев, в спокойной воде отражались величественные лесные деревья, и все было так мирно, что он не мог даже представить, какое чудо произойдет в этот день. Из-за угла леса неподалеку, словно из сказки, внезапно появились две знакомые фигуры. Одна большая и мощная, другая крошечная и игривая, обе медленно приближались к нему. В этот момент у мужчины в сердце закралось волнение и множество различных эмоций, но когда он, наконец, узнал медведицу и ее детеныша, которых спас несколько дней назад, его окружающий мир наполнился светом. Он почувствовал, как радость из его сердца проникает в окружающий мир и наполняет его душой. Медведица держала во рту гигантскую рыбу, своего рода трофей природы, который также стал бы символом благодарности. Она медленно, почти величественно клала свежую рыбу в рыболовное ведро мужчины, как неожиданный, но такой приятный подарок. Глаза мужчины вспыхнули от волнения и удивления, когда он увидел эту милую сцену, вспомнив тот ужасный момент, когда детеныш чуть не утонул. Теперь, возможно, это была самая чистая награда от самой природы за его смелость и самоотверженность. Он стоял, потеряв дар речи, и успел только очень низко поклониться перед величественным существом, прикоснувшись к горлышку ведра, словно желая проверить, все ли это действительно происходит наяву. Это был момент искреннего сопереживания, когда не только мужчина, но и природа, свидетелем всего этого была полна чудесных эмоций. Затем, с бесконечной благодарностью, он посмотрел на медведицу, чувствуя, как нежность заполняет пространство между ними, как невидимая связь, растущая из их прежнего столкновения. Медведица, словно завершив прекрасный и волшебный ритуал, повернула голову, и ее карие глаза медленно взглянули на него в последний раз, как будто прощаясь. Она слегка кивнула, словно хотела выразить еще раз свою привязанность к этому смелому человеку, который рисковал всем ради ее детеныша, а затем повела своего медвежонка в густую зелень леса. Медвежонок, выглядевший гораздо здоровее и счастливее благодаря счастливому исходу своих приключений, медленно следовал за матерью. Его озорные глаза, полные благодарности и взрослого понимания, с невероятной нежностью наблюдали за человеком, который так смело и бесстрашно спас его из ледяной неизвестности. Силуэты матери и детеныша растворились в ковре ярких листьев, вернув озерному берегу его спокойствие и атмосферу, полную чудес. Так, история о человеке, который однажды спас медвежонка и затем получил гигантскую рыбу в качестве подарка,
быстро распространилась по округе, превратившись в легендарную историю, которую рассказывали снова и снова. Это стало настоящей повестью о благородстве, о том, как даже в дикой природе может возникнуть особая связь между разными видами. Каждый, кто посещал озеро для рыбалки, услышал об этом незабываемом воссоединении, вспоминая доброго человека и священные отношения между матерью и ее медвежатами. Дорогие друзья, спасибо, что нашли время следить за этой трогательной историей, которая освещает важность связи между всеми живыми существами на нашей планете. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас, ведь именно ваша поддержка помогает нам делиться такими удивительными и волшебными моментами с миром